Всем здорово, народ! Сегодня у нас будет такой комплексный обзор ДКшника. Поговорим про все спеки, про анхолика, про фроста, про гибрида, про блад ДКшника. Всякие разные билды покажу, как играть немножко расскажу. В общем, посмотрим на ДКшника с разных ракурсов, с разных сторон. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Какие основные фишки и отличительные особенности у анхоли ДКшника? Ну, во-первых, мы бегаем с двуручкой. Нам не нужны одноручки никакие, мы ее чарим всегда на руну павшего рыцаря, абсолютно всегда. И в случае анхолика нам даже нет нужды носить в сумках вторую двуручку, которая антидизарм на себе имеет. Потому что у анхолика не то чтобы очень много физического дэмэджа именно с руки, он, конечно, есть, он такой солидный, но наши основные дамажащие кнопки — это дотки, которые мы на противника накидываем, которые диспелить нельзя, и наши кайлы. Наши кайлы просто сносят лица всем противникам. Почему так работает? Мы прокачиваем себе талант порочность, сила атаки начинает влиять на наши заклинания. И поэтому, когда мы дамажим кайлами, там просто невероятно огромный магический дэмэдж вылетает в противника. Вот у нас есть манекен, допустим, мы к нему подходим, к противнику, начинаем его долбить, заражаем его дотками, и когда мы закидываем в противника койл, вот я нажимаю койл, появляется дополнительный дебаф, нечестивая порча, который не позволяет нашей болезни с цели задиспелить. Они будут висеть на нем до тех пор, пока время действия не закончится. Все, задиспелить их никак нельзя. Также у нас имеется питомец, наш вурдалак, который может просто бегать, туннелить наш таргет, куда мы его направим. Он может прыгать к союзникам, прыгать к противникам, он может станить противников, и мы можем нашего питомца взрывать. Такая стандартная плюс-минус комбинация за ДКшника — это стан пэтом, то есть мы кастуем отгрызть, и потом нажимаем взрыв трупа, взрываем нашего вурдалака. Пока противник находится под оглушением в 3 секунды, спокойно наш питомец кастует его взрыв, потому что взрыв кастуется не моментально, у него есть каст-тайм. И если мы подстанем противника и только потом нажмем взрыв трупа, тогда он никак это не задоджит, либо ему придется тринкет тратить, либо союзникам помогать. Соответственно, мы нажимаем отгрызть и потом кастуем взрыв трупа. Видите, оп, он взрывается, бэм. Бурстовой дэмэдж такой моментальный мы наносим. Это такая основная кнопочка, которая очень больно дамажит прямо в моменте. Огромный бурстовой дэмэдж. Вот, например, сейчас взрыв трупа у меня нанес вот 11 тысяч урона. Довольно неплохо. Какая еще фишка есть с питомцем? Можно его использовать, чтобы дожить какой-то контроль противников. Например, если вы играете против охотников, они всегда хотят замораживающую ловушку закинуть на вашего лекаря. Вы отслеживаете этот момент, понимаете, сейчас охотник будет кидать трапы у вашего лекаря, и вы просто пэтом прыгаете к своему союзнику. К этой гарке нельзя прыгнуть. Классно вообще, прикольно придумано. Вот предположим, что данный вурдалак — это наш лекарь, вы понимаете, сейчас с него полетит трапа, мы просто прыгаем питомцем к этому противнику, и трапа улетает в нашего пэта, а не в, соответственно, лекаря. И ему не приходится тратить тринкет, вы выигрываете для себя время. В общем, это нужно использовать, про это не стоит забывать. Также у анхолика имеется два вида замедления. Первый — это мы закидываем просто ледяные оковы по стандарту. И второй вид замедления — это лужа, которую мы раскидываем под противником, который поражен нашим ударом чумы. Вот я попал ударом чумы, появилась лужа. Если противники на ее территорию, на ее область заходят, они будут замедлены дополнительно. Эти лужи могут находиться в разных местах, их может быть несколько одновременно. Пока вот одна лежит, вы можете наспамить сколько угодно дополнительных. Поэтому да, по факту у нас два вида замедления. Это оковы плюс лужа. И имеется очень нехилый бурстовой спелл дополнительный, которого нет ни у гибридов, ни у бладов, ни у фростов. Это призыв гаргули. За 60 единиц силы рун мы призываем гаргу, которая начнет стрелять в нашего противника. Чем больше у нас проков и в целом скорости, тем быстрее будет стрелять наша гаргуля. Поэтому в идеале ее призывать не просто так под проки ваших аксессуаров, там, если они у вас есть и так далее. Идет призыв гаргули, и она начинает пулеметить в нашу цель с определенным каст-таймом. Эту гаргулю могут ферять присты, могут ферять паладины, и на нее можно накидывать немоту. И главная фишка гаргули, ну одна из главных, это то, что ее можно переагрить на другой таргет, только если у вас призван вурдалак. За счет спелла атаковать. Вот вы куда вурдалаком направляете своего питомца, да, кого бьет ваш вурдалак, того и бьет ваша гаргулья. Поэтому если вдруг у вас пэта нету, например, вы его съели, то переагрить гаргулью никак нельзя. Я начну бить таргета, а она не будет его бить. Она будет бить только тот таргет, на который она была призвана, пока вы ее не переагрите за счет питомца. Только таким вот образом. Эта гарга очень больно дамажит наших противников, каждая ее тычка прям солидные куски отрывает, поэтому да, в идеале ее хотят противники контролить, а вы хотите в идеале сделать так, чтобы от нее противники не убегали. Ну, например, если вы где-то там возле пиларчика с целью своей кружитесь, вертитесь, в идеале отбежать на центр, грипнуть себе противника, если так получается, и призвать в центре гаргулю, потом накинуть немоту на противника, максимально его замедлять, чтобы он не мог ни убежать, не законтролить вашу гаргу каким-либо образом. И она все сделает. Она вот будет его дамажить, и дамага там будет до хрена. Поэтому да, гаргулья — это очень неплохое подспорье, неплохой дополнительный бурстовой дэмэдж по нашим противникам. Ну и поскольку анхоликов мы прокачиваем также через ветку фроста, у нас появляется очень неплохой и солидный спелл, который называется перерождение. Как работает перерождение? Вы становитесь нежитью и можете диспелить все феры, которые у вас залетают. То есть феры пристов, феры чернокнижников. Единственное, вы не можете задиспелить койл чернокнижника. Он снимается только тринкетом.
но это уже отдельная история. Это работает как заблаговременно, то есть вы сначала нажимаете перерождение, вас пытается нажать кто-то фир, и он не проходит, так и в момент фира, то есть вас уже зафиряли, и вы можете спокойно задиспелить фир перерождением, а не своим тринкетом. Но также присутствуют и минусы у данного спела, поскольку мы становимся нежитью, пока на нас действует данный баф. И пока вы являетесь нежитью, вас может законтролить паладин или вражеский прист, они могут вас застанить, там зафирять и так далее. Поэтому в идеале как использовать перерождение. Вы ждете, пока в вас залетит фир, нажимаете перерождение, диспелите с себя фир, а потом через макрос, например, на ту же кнопочку вы диспелите с себя ауру. Можно просто правой кнопкой мыши, можно через макрос, хоп, и вы задиспелили с себя ауру нежити, теперь вы больше не нежить. То есть по факту мы получили плюс того, что задиспелили фир, и не получили стан в лицо, потому что мы больше не нежить. Вот так вот это и работает. И вот для игры в двойках или в тройках это будет лучший ДКшник, чем все остальные. Лучше, чем гибриды, чем фросты, чем блад-ДКшники. Ну, потому что у нас есть и немота, и бурстовой урон в виде призыва горгульи. Мы можем и подстанить противника. Мы можем засейвить своего союзника от трапа охотника, например. При этом наши дотки не диспелятся, у нас огромный магический дэмэдж. Плюс кайлы мы закидываем, просто которые лица сносят противникам. При этом нас сложнее законтролить, потому что присутствует перерождение. За счет того, что у нас присутствует перерождение, мы можем похилиться, между прочим. Мы качаем себе вот мелкий талант, который называется символ объятий смерти, нажимаем перерождение и начинаем кайлы сами себе в лицо закидывать, и очень неплохо хилим себе столб хпшки. Это работает, это прикольно. При этом мы также солидно дамажим физикой за счет удара плети. И вообще не отпускаем от себя противников, потому что мы их постоянно замедляем оковами, постоянно раскидываем лужи за счет удара чумы. У нас есть и замедление огромное, и огромный физический урон, и огромный магический урон, как от кайлов, так и от доток. То есть два типа такие, да, вот пассивный и активный магический урон. При этом у нас есть бурст в виде горгульи. У нас есть стан пэтом и взрыв питомца, чтобы тоже в моменте дополнительно еще бурстовый урон нанести. При этом мы можем задиспелить фир через перерождение, дополнительно похилиться перерождением, задиспелить стан какой-нибудь тринкетом. В общем, очень вариативный разносторонний спек для ДКшника, и в двойках, в тройках он раскрывается максимально смачно. Ну, например, что мы можем сделать с вражеским лекарем, да, вот представим, что это вражеский лекарь. Во-первых, первый каст мы можем ему сбить, просто грипнув его к себе. Потом, когда он возле нас находится, например, мы можем, ну или даже он далеко наносит, мы прыгаем к нему питомцем, станем пэтом. После стана мы накидываем туда немоту, например. Он ждет всю эту немоту, ждет. Мы подходим, если мы бладельфы, мы еще волшебный поток ему туда закидываем, тоже доп немота. И у нас уже скоро откэдэшится еще дополнительная хватка смерти, а при этом у нас есть кик. То есть мы еще можем прервать каст, он такой будет, меня прервали каст, побежал, немножечко переждал, хочет кастануть, а мы его снова к себе гриппаем. Мы можем просто не давать вражескому лекарю жизни. Это просто... Вот присты страдают больше всего. Присты страдают больше всего, потому что они рассчитывают на то, что они зафиряют ДДшника, который их бьет. Но вы в момент, когда он вас фиряет, просто нажимаете перерождение, диспелите себя данную ауру, все. Он потратил свой контроль, а вы начинаете его туннелить все дальше и дальше. Вы не даете ему вообще жизни, вы постоянно его гриппаете, кикаете ему косты, станете. Да, Unholy ДК в этом плане супер-супер вариативный. И по билдам я рассматриваю всего лишь два варианта. В целом больше я особо ничего нигде не придумывал. Смотрите, первый вариант это классический ДКшник Анхолик. Второй вариант, мы немножко меняем таланты. Мы забираем 2 поинта из бродячей чумы и закидываем себе их в талант, который называется на коне бледном. Также прокачиваем его в двоечку. В чем суть? Мы если берем себе расу, которой пассивно есть иммунитет к станам, на Офе это орки, на Сирусе это дренеи обычные, у них пассивный иммунитет к станам, по-моему, 10%. Плюс за счет данного таланта мы получаем еще иммунитет на 20% к станам и ферам. И также себе еще в шлем вставляем гем фиолетовый, который нам тоже повышает резист к станам и ферам. И по итогу получается прям бомба-бомба, конфетка, вот так вот вкусно. Соответственно, да. Символы всегда одинаковые. Это символ болезни, символ вурдалака, символ черной смерти большие. Малые символы — это всегда символ кровоотвода, всегда символ объятий смерти, чтобы мы хилились эффективнее. И третий малый символ не важен. Можно брать все, что угодно. Я беру символ воскрешая мертвых, чтобы не тратить прах на призыв вурдалака. Иногда я забираю символ болезни, когда бегаю в анхолике, я его не использую, и вместо него беру символ на антимагический панцирь, который продлевает нам просто время действия данной способности на 2 секунды. Но я сейчас прохожу челлендж, у меня минимальный гир на анхолике, я регаю солоки, и вот ради выживаемости дополнительно я себе взял данный талант. В общем, подробнее это все у меня в гайде расписано. Первый билд стандартный. Символы вот такие. Второй билд на антистан, антифир, если правильная раса подобрана, и гем шлем засунут тоже фиолетовый. Вот такой второй билдачок. Символы такие же здесь используются. Теперь поговорим про гибрид ДКшника. Мне он вообще не нравится, если честно, и я вам рекомендую его брать и играть в гибрид ДКшники только в режиме 1х1. В режиме 2 на 2, в режиме 3 на 3 это все не работает. Конечно, можно побеждать, очевидно, но он будет наименее эффективен по сравнению с другими спеками ДКшника. Даже Фрост гораздо играбельнее в двойках, и тем более в тройках, потом я вам все покажу,
по моему мнению, вот чем гибрид ДКшник. Гибрид ДКшник это чисто вот на выживание, на такой протяжный бой в 1х1. Да, в 1х1 у вас за анхолика, например, может не хватать выживаемости, потому что у вас нету захвата рун, вы не можете дополнительно хилиться, у вас нет кровавой метки, хотя она, кстати, диспелится половиной классов противников, но тем не менее иногда можно ее использовать, да, дополнительно подхилиться. Ну и плюс у вас нету вот дополнительных талантов, так скажем, на выживаемость. Но в режиме 2 на 2 и 3 на 3 у вас просто не хватает возможности, чтобы как-то серьезно нанести ущерб противнику. Не потому что дэмэджа мало, у вас просто возможностей меньше. У вас нету гаргулии, у вас нет бурстового дэмэджа. У вас контроля меньше, чем у Фроста того же, например. У Фроста есть ненасытная стужа, которая всех противников в радиусе вас на 10 секунд закидывает в контроль. А так у гибрида еще получается только стан и немота также. Да, как у анхолика, но у анхолика гарга есть, и ему хватает, а здесь гарги нету. Плюс ко всему у вас нету перерождения, потому что вы не качаетесь через ветку Фроста, вы качаетесь через Блада. И перерождения нет, поэтому любой эфир, который у вас залетает, вы либо тринкетом сможете задиспелить, ну, либо никак, либо только ждать, пока с вас этот эфир задиспелит кто-то другой. В идеале, конечно, вы можете использовать антимагический панцирь, предугадав действия противника и задоджив тем самым эфир, но если у вас это не получилось сделать, то да, каждый эфир, который у вас залетает, это уже проблема. А за ДК, когда в тебя залетает эфир, ну, обычно это проблемой не является, опять же, если ты бегаешь анхоликом. И вот это вот отсутствие бурстового дэмэджа нам все, по сути, рушит. Да, мы дольше живем, но пробить противника прям жестко и мощно и быстро мы уже не можем. Здесь какая суть? Наши дотки также очень больно дамажат и также не диспелятся, если мы закидываем в врага лик смерти. Вот мы закинули лик смерти, также появилась вот нечестивая порча, все. Также дотки на нем висят, мы можем это все дело обновлять через мор, это все у нас работает. Дотки дамажат больно, кайлы тоже дамажат больно, потому что у нас все это здесь прокачано в талантах, как и у анхолика. Но у нас нету удара плети, у нас нету, соответственно, ярости Ревендера, и у нас нету призыва Гаргулии. Поэтому бурстовой дэмэдж хватает. В основном вы закидываете 2 дотки в противника, руны крови тратите на то, чтобы мором все это дело обновлять, и потом уже начинаете спамить противника ударом смерти, который является вашим основным таким дополнительным дамажащим скиллом. Ударом смерти подамажили, накопили много силы рун и закидываете лики смерти в противника. То есть кайлами тоже также дополнительно дамажите. Все, по сути, у вас весь геймплей на этом устроится, вы больше-то особо делать ничего не можете. Многие еще играют в гибрид ДКшники без вурдалака. Многие не качают в гибрид ДКшники взрыв трупа. Я вообще этого искренне не понимаю. У вас и так бурстового дэмэджа нет, а если вы еще и от взрыва трупа отказываетесь, у вас его тупо не будет. Так есть хоть какой-то, да, вот такие. Пришли к противнику, накинули на него доточки, пум-бум, бам-бим-бим-бим-бам-бам, подстанили, взорвали питомца. Все. Какой-то бурстовой дэмэдж выдали, взрыв трупа у вас дамажит больше, чем в анхолике, потому что вы сами жирнее, ваш пэт жирнее и, соответственно, дамага больше. Вот. И я не знаю, нет смысла, как по мне, отказываться от взрыва трупа, если уж вы играете даже в гибриде. Кто-то отказывается, и тогда вообще бурстового дэмэджа нет. Мне это непонятно. Но здесь появляется возможность дополнительная для самохила. Во-первых, вам не всегда необходимо находиться вблизи к противнику, чтобы об него вампириться. За гибридыча мы можем просто убежать и периодически нажимать захват рун, который нам хилит очень так неплохо на самом-то деле. 10% хп он нам регенит за одну руну крови. Это солидно. При этом кдэшится не так уж и много, 30 секунд. Поэтому да, вы всегда можете помансить, дополнительно подхилиться, это приятно. Но помните, что у вас нету перерождения, и вы не можете его нажать и ликами смерти сами себя захилить. Это тоже нужно помнить, это такой моментик имеется. При этом, если вы подходите к противнику и начинаете с ним вот в милишке где-то сражаться, то да, ваш удар смерти регенит огромное количество жизни, просто огромное количество хп вам останавливается. При этом мы еще можем прямо во время боя, прям в упоре нажимать захват рун, почему бы и нет, мы его клацаем, тоже дополнительно регенимся. И при этом можно накинуть на противника кровавую метку. Когда вас противник будет бить, он при этом вас будет еще и хилить. Это надо использовать, но помните, кровавая метка диспелится. Поэтому, если вы играете, например, против кого-нибудь ШП-преста, с ним дуэлитесь, он вас пробил, и вы хотите за счет кровавой метки подхилиться, вы ее накидываете на преста только вместе с немотой. Только удушение еще закидываете, чтобы он не смог ее задиспелить хоть какое-то время. В общем, основная проблема гибридыча то, что у нее не хватает бурстового такого туннельного дэмэджа, чтобы как-то серьезно пробивать противников. Нету гарги, из-за этого у нас все хромает. Но он лучше выживает. Поэтому для режима 1х1, да, подходит. Конечно, он скучноват в геймплее, у вас мало кнопок, вы особо ничего не используете, но при этом вы очень хорошо живете. Можно где-то покайтить, помансить и за счет этого победить те бои, которые вы за анхолика, например, не возьмете. Но вот в двойках и в тройках функционала не хватает, и зачастую просто бой закончится раньше. Вас-то не убьют, но убьют ваших союзников, например, и все. На этом бой будет завершен. И теперь также быстренько пройдемся по билдам. У меня здесь также два варианта. Если вас интересует прям конкретное разжевывание подробно, для чего, какой талант берется, почему первый, а не второй, то это все у меня опять же в гайдах есть. Подробно останавливаться здесь не будем. Первый билд. Когда мы используем талант жатва,
Иногда он багается на Сирусе, и если у вас даже руны смерти появляются, вы их использовать не можете. Проверьте. У меня почему-то такая хрень, 50 на 50 работает. Например, у меня руна смерти есть, она активная, но я не могу нажать спелл. Допустим, ледяное прикосновение. Тупо не могу. Почему так работает, не понимаю. А в другой момент у меня также есть руна смерти, и я могу нажать ледяное прикосновение. Здесь, рандом. Меня лично данный рандом подзанимал, и поэтому я решил отказаться от данного таланта и прокачаться немножко по-другому. Эти 2 поинта, которые мы в жатве использовали, я закинул один в погребальный плач и один в бродячую чуму. И в связи с этим немножечко переработал билд Блада. Соответственно, тут тоже немножко поинты перераспределил. Опять же, про это я все уже в гайде рассказывал. Символы всегда одинаковые. Символ болезни, символ вурдалака и символ черной смерти. Это must-have, не всегда так используются. Малый символ нам здесь нужен только один, это символ кровоотвода. Потому что все остальные бесполезны. Если мы в анхолике берем символ объятий смерти, чтобы эффективнее хилиться кайлами, здесь это нам не нужно, это бесполезно, поскольку перерождения у нас таланта нету. Поэтому символ объятий смерти мы также не используем. Можно взять, например, символ воскрешения мертвых, чтобы вурдалака призывать без праха. Ну и, например, символ мора там, или символ взрыва трупа. Здесь без разницы, это не геймчейндж. Таланты, они просто немножко приятнее вам делают игру. Теперь поговорим про Блад ДКшника. Блад ДК — это не гибрид ДК, это абсолютно 2 разных спека, и мне нравится Блад гораздо больше, чем гибридыч, потому что в нем можно даже бегать 2, и 3 тоже можно в нем бегать. Сейчас поясняю, что такое Блад ДК. Сходство у гибрида и Блада — это то, что у нас больше выживаемости. У нас также есть захват рун, которым мы хилимся, у нас также есть кровавая метка, у нас дополнительно плюс ко всему появляется кровь вампира, который нам позволяет вообще охренеть сколько хп регенить. Но при этом у нас есть бурстовой дэмэдж, и очень солидный бурстовой дэмэдж. По крайней мере на Сирусе, когда нам переработали пожинание, немножко изменили истерию, эти таланты по сравнению с основным, с официальным лючом, немножко видоизменены. Ну а в чем суть? У нас есть дэмэдж, и дэмэдж огромный, гораздо больше, чем у гибрида. И, соответственно, полностью меняется геймплей концептуально. Здесь у нас больше урона идет именно с физики. У Блада есть 2 способа прокачки статов. Либо через рейтинг пробивания брони, это если у вас большой шмот, если у вас огромные статы, и вы выкачиваете себе рейтинг пробивания брони до 100. Это прям то, что надо делать. Но если шмот маленький, мы выкачиваем себе силу, опять же. Если не хватает возможности набрать себе 100% РПБ. Дамага в данном билде просто жопа и жуй. И дамаг физический. У нас есть танцующее руническое оружие. Офигенный спелл удар в сердце, который огромные куски от противников отрывает. Плюс мы можем разогнаться, пробафать себя истерией. И это уже совсем другое, это уже не гибрид ДКшник. Да, у нас есть кровь вампира, есть кровавая метка, у нас есть усиленный захват рун, и в целом захват рун. Мы хилимся очень солидно, мы хилимся даже лучше, чем гибрид ДКшник, но мы многим жертвуем. Самая наша большая потеря по сравнению с анхоликом и по сравнению с гибрид ДКшником — это то, что наши дотки уже диспелятся. У нас нет таланта нечестивая порча, поэтому даже если мы в наш таргет закинем койл, все равно наши болезни с таргета абсолютно легко и свободно диспелятся. Это минус. Да, мы не так уже сильно зависим от наших доток. Из-за того, что дотки на противнике не держатся, у нас меньше удар в сердце дамажит, потому что, опять же, он скейлится. Каждая болезнь, которую мы накидываем на таргет, увеличивает нам дэмэдж с удара в сердце, соответственно. Но хилы это все видят, они все это дело диспелят, и по факту практически никогда цель под нашими болезнями не находится. За исключением пары моментов. Первый момент — это если мы начинаем бурститься, и в это время закидываем немоту во вражеского лекаря. Все, у него нет диспела, и тогда уже либо самому ДДшнику приходится диспелить, смотря кто он там, допустим, ШПшник, да, ШПшник может подиспелить дотки, либо они все-таки на цели висят, и мы очень сильно дамажим. И второй момент, как вы думаете, какой? Это если мы играем по вражескому лекарю. Если он будет тратить время на постоянный диспел доток, он не будет хилиться. А если он не будет хилиться, мы ему ебло сломаем за парочку секунд. Особенно если вы в тройках, и у вас есть ваш сокомандник. Поэтому да, например, мы хотим жестко. Да, это жестко. Жестко пробить наш таргет. Мы клацаем истерию. Мы, сначала, конечно, в идеале накопить силу рун, допустим, вот мы ее накопили, да? Мы клацаем танцующее руническое оружие по таргету, и наши дотки начинают в двойном объеме на цели появляться. У нас, видите, двойной прок доток, по сути. И мы потом устраиваем лютую проспамку ударом в сердце. И наши удары в сердце просто такие критушечки, такие кусочки от противника отлетают. Ой, мама, не горюй. Удар в сердце дамажит под дотками, под танцующим руническим оружием, под истерией просто миллионно. Очень большой дэмэдж, очень большой. Опять же, можете у меня на видосах это все увидеть. Я на Бладыче играл в свое время. На видосах все это у меня показано.
Там можно цель тупо шотнуть. Если вы максимально задотали ваш таргет через танцующее руническое оружие, если вы прожали истерию, и если вы грамотно закинули немоту вражеского лекаря, либо, допустим, ваш напарник его подконтролил, то вы можете шотнуть противника за 2 секунды, там, я не знаю, можно реально очень быстро сбрить ваш таргет. Но, опять же, для этого нужно правильно разогнанные статы. Опять же, если у вас высокий шмот, то в идеале 100% рейтинга пробивания брони себе нафармить, если не хватает, то через силу. Но если у вас мало статов, то такого прям огромного дэмэджа не будет, и вы уже не прочувствуете всю мощь Блад ДКшника. Второй минус Бладыча — это полное отсутствие контроля по типу станов. У нас есть вурдалак, но мы не можем им контролить, поскольку мы не прокачивали никакие таланты на нашего вурдалака и так далее. Мы его просто можем призвать, и он у нас будет болванчиком бегать, автоматически там сам кого-то бить и так далее. Обычно вурдалак призывается не ради дамага здесь, а ради того, чтобы его съесть. То есть вы, допустим, с кем-то дуэлитесь, вас пробивают, вы понимаете, что вам нужно будет захилиться, и какой максимально эффективный для этого способ. Вы клацаете кровь вампира, и под кровью вампира съедаете вурдалака через смертельный союз. Вы себе 3/4 хп восстановите за 2 данные кнопки, если не больше. А у вас также еще есть захват рун. А еще у вас также есть удар в сердце, удар смерти. Удар смерти у вас также есть, который вампирится, если вы бьете противника. И это огромные цифры захила. Короче, Блад ДК — это такая дур-машина, у которой огромный дэмэдж, огромный захил, но при этом наши дотки диспелятся, и нас очень легко рутать. Если противники нас грамотно кайтят, мы до них не можем добежать вообще, ни в какой вселенной. Если вы играете против какого-нибудь Элен-шамана, допустим, и так далее, вы просто будете фулл-бой стоять в рутах. У вас нет гарги, у вас нету вурдалака, которым вы можете прыгать и станить, и у вас нету кайлов, которые... Ну, они у вас есть кайлы, вы можете койл накинуть, да, но они, опять же, не скелятся от вашей силы атаки, поэтому кайлы у вас не то чтобы много дамажат. Блад ДКшнику нарисовали новый талант — пожинание. Он использует сил рун, и мы именно на пожинание тратим нашу силу рун, но это спел милишный, то есть мы его в милишке нажимаем. Вот мы подошли, нафармили силу рун, и потом нажимаем пожинание. Кстати, пожинание продлевает действие истерии. То есть вот мы, допустим, накинули на себя истерию, баф висит 30 секунд, да? 25, 24, 23, нажимаю пожинание, видишь, хоп, прибавляется время действия. Поэтому да, мы всегда используем сил рун именно на пожинание, а не на кайлы. Если цель, конечно, далеко убегает, нам нужно какой-то там минимальный дэмэдж в нее закинуть, то мы можем кайлами поспамить, но опять же говорю, они будут дамажить гораздо меньше, чем в гибриде и чем в анхолике. И поэтому, да, Блад ДКшник критично зависим от того, чтобы находиться в упор к своему противнику. Вот если вы в упор с кем-то находитесь, вы его очень сильно долбите и прям куски отрываете. Но вас очень легко зарутать, залосать, от вас убежать и так далее. Когда мы бегаем в Блад ДК, мы всегда используем власть нечестивости. Также здесь не нужно мудрить, не нужно думать, что мы используем власть крови, когда мы бегаем в Бладе. Это не так. Ради дополнительного дэмэджа, ради максимально вообще разогнанного дэмэджа всегда используется власть нечестивости. Когда нас пробивают, мы просто перекликиваем себе власть льда и бегаем под властью льда. Это в целом вообще для всех ДКшников актуально. Мы всегда в любом спеке, ну про ПВП если говорим, да, в любом спеке ради дамага мы бегаем во власти нечестивости, и когда нас пробивают или нужно засейвиться, мы клацаем власть льда. Это актуально для всех спеков ДК. И по поводу рун, которые мы закидываем на нашу пушку. Если у вас 2 пушки, то на основную вы закидываете руну павшего рыцаря также и спокойно с ней бегаете, дамажите. На второй пушке у вас будет руна расколотых мечей для двуручного оружия, которая урезает время действия дизарма на 50%. Это критично важно за Блад ДКшника. За Блад ДК, если на вас накидывают дизарм, и у вас нет этой руны, вы бесполезны. Пока на вас действует дизарм, вы практически ни хрена не можете. Да, вы можете замедлить ледяными оковами, да, вы можете нажать койл, который ни хрена не дамажит, поскольку вы Блад, а не анхолик и не гибрид. Поэтому да, для Блад ДКшника критично важно бегать с руной расколотых мечей. Если у вас всего лишь одна двуручка, я, наверное, все-таки рекомендую вам брать именно руну расколотых мечей для антидизарма и жертвовать руной павшего рыцаря, потому что дэмэджа-то вам хватит, ну, типа, да, он будет поменьше, без дополнительной силы и так далее, без дополнительных проков. Но если на вас накинуть дизарм на 10 секунд, а у вас нету руны сломанных вот этих расколотых мечей, то это все, это GG. Вы будете на 10 секунд просто выключены из боя, и это будет вас невероятно бесить. Поверьте мне, для Блад ДК критично важно всегда быть с двуручкой, всегда быть с пушкой в руках, без дизармов всяких. По поводу билда, пацаны. Опять же, у меня есть 2 варианта. Первый вариант стандарт, выглядит вот таким вот образом, но мы к нему вернемся чуть попозже. Сначала я покажу свой авторский вариант, когда мы еще в тройку выкачиваем болезнетворность. Рассказываю вам, зачем это надо. Поскольку данный талант находится в самом верхнем тире ветки анхолика, можно его выкачать совершенно спокойно. Но данный талант дает нам 30% шанс, что наши дотки не будут задиспейлены с первого раза. По сути, каждый третий диспел лекаря
не будет эффективен. И, как по мне, это довольно неплохо, поскольку мы не можем, опять же, прокачать себе талант Нечестивая Порча. Да, наши дотки диспелятся, но мы хотя бы можем уменьшить на это шанс. На 30%, прокачав болезнетворность. В целом, выглядит прикольно. Все остальное прокачивается по стандарту. Тут мы берем перерождение. У Blood DK, кстати, да, еще отличие от гибридыча. У нас есть перерождение, мы можем диспелить феры, и поэтому играть гораздо приятнее, чем в гибриде. Но стандартный билд выглядит без прокачки болезнетворности, и можно засунуть вот эти 3 поинта, допустим, в повелителя рун смерти. Потому что вы, когда будете использовать удар смерти, а вы будете его использовать, у вас будут руны смерти образовываться, но поскольку мы помним, что нам данный талант не нравится, потому что руны смерти могут багаться, у кого багаются, у кого не багаются, у меня багаются, поэтому данный талант можно не использовать, можно прокачать себе, допустим, отражение заклинаний в 3, кто-то берет себе кровавых червей в 3, можно докачать, например, до 5 ледяные когти и прокачать в 2 болезнетворности. Ну, это уже такое, знаешь, среднее, да. Поэтому я бы рекомендовал все-таки качать данным образом. Но если не нравится болезнетворность и если нравятся руны смерти, то прокачиваться вот таким вот вариантом и в ус не дуть. Символы всегда одинаковые. Символ на танцующее руническое оружие. Увеличиваем время действия нашего бурста, по сути, основного, который огромные цифры дэмэджа нам позволяет выдавать. Символ удара в сердце берем ради дополнительного замедления. Поскольку у нас больше нет таланта осквернения, наш удар чумы не замедляет цель, но будет замедлять удар в сердце. Он не будет раскидывать лужу, он будет просто таргет наш замедлять, который мы коцнули. В целом нормально, почему бы и нет. И третьим символом берем символ удара смерти. А малые символы здесь также есть смысл использовать только 2. Первый — это символ кровоотвода, чтобы он нас не дамажил, и символ объятий смерти, поскольку все-таки перерождение у нас есть, и самохилиться мы можем, поэтому символ объятий смерти берем. Ну и третий символ опциональный, я всегда беру символ воскрешения мертвых, потому что почему бы и нет. Как по мне, Blood DK — это самый кайфовый спек из всех ДКшников. Он не самый сильный, он не самый упишный, но вот когда вы нажимаете в противника 2 раза там, или 3 раза удар в сердце под всеми бафами и так далее, и цель умирает, это не может не нравиться. Это реально не может не нравиться. Поэтому да, когда вы отрываете от противника огромные куски дэмэджа, это кайф. Но у этого есть и черная сторона, когда вы стоите АФК, вас рутают, вы ни до кого не можете добраться, вот тогда уже, конечно, да, Blood ДКшник не особо кайфовый. Но опять же, очень часто люди не знают, что вы играете за Блада, либо не замечают, либо не знают, что такое Blood ДК. И поэтому не то, чтобы слишком часто возникают такие проблемы, когда вы не можете до своего противника добраться. Итак, народ, мы добрались до моего любимца, это Frost ДКшник. Как по мне, это самый стильный из всех ДКшников. Он далеко не оптимизированный, скажем так, под ПВП, у него есть свои и большие недостатки, но тем не менее, если приловчиться, если присвоиться, приспособиться, то в целом за Frost ДКшника можно играть, и играть очень даже эффективно, особенно если мы говорим про Сирус. В чем главная фишка Frost ДКшника, вообще основное его преимущество? Это наша способность ненасытная стужа, которая закидывает всех врагов в определенном радиусе вокруг нас в контроль на 10, мать его, секунд. Это очень много, это очень вкусно. Да, этот контроль сбивается любым дэмэджем, кроме наших доток. Вот если цель под дотками висит, то ненасытная стужа не сбивается. Если любой другой игрок или мы любым другим спелом нанесем дэмэдж, да, соответственно, данный контроль будет сбит. Но есть одна фишка. Если противник под щитами находится, например, под щитами приста, пока эти щиты не собьются, то есть вы же дэмэдж не наносите по противнику, вы дамажите его щит. Вот пока щит есть, ненасытная стужа не будет сбрасываться. Когда вы пробьете щит и вот первую единицу урона нанесете по противнику, тогда только собьется контроль. Поэтому можно это использовать как дополнительный такой контроль, в который можно бить, пока противник находится под щитами приста. Ну типа, допустим, если вдруг вам это где-то пригодится, почему бы нет, информация довольно полезная. Ну и способность максимально приятная, поскольку имеет кулдаун в 1 минуту. Если вы берете себе символ, а символ нужно будет брать, просто у меня сейчас на данном персонаже его нет, она еще не будет стоить силу рун вообще, она будет бесплатная по касту, и раз в минуту вы просто замораживаете всех противников. Так подходите, мгновенный каст, и в определенном радиусе все замораживаются. Вы вообще вдумайтесь, насколько это мощно и насколько это сильно в двойках, в тройках. Вы в тройках можете всю команду одной кнопкой законтролить. На 10 секунд, я вам повторяю. Просто главное, чтобы ни вы, ни ваши союзники не били в замороженные таргеты, и все. Вы закинули лекаря в контроль, закинули ДДшника в контроль, и третьего дамагера просто бьете. Все. Это идеальный вин-кондишн. Просто нужно, чтобы вы и ваши тиммейты были к этому готовы. Просто предупредите их, скажите: no way, пацаны, не бейте в мою ледяную стужу, стоп ДПС, please, bro. Не надо долбить в этого противника, и все, и все. После этой стужи, когда она заканчивается, можно подстанить противника, можно немоту в него накинуть. Это огромная вариативность для контроля по вражеским игрокам. И именно за счет этого спела мне очень сильно нравится Frost ДКшник. Нереально кайфово, когда ты просто имеешь офигенный контроль, у которого кулдаун в 1 минуту. Это очень мощно, это мне очень нравится. Соответственно, в чем его
еще преимущество. Это довольно солидный физический дэмэдж за счет уничтожения и довольно неплохой, наверное, даже топ-1 дэмэдж у нас будет именно ледяной удар. Это тоже дополнительный спелл, на который мы тратим силу рун. При этом у нас также здесь присутствует способность перерождения, то есть мы можем диспелить феры, нажимаем, сбрасываем через макрос, все, у нас больше теперь не контролит, фер мы уже сбросили. Можно задиспелить феры. При этом есть 100% шанс на крит, смертельный холод. Ваш либо уничтожение, либо ледяной удар будут наносить крит, 100%. Кулдаун 2 минуты слишком много, как по мне, но все равно, типа, дополнительный спелл прикольно имеется, используем, про него не забываем. Из минусов это у нас так же, как у Blood DK, нету возможности для нормального ведения боя на средней и на дальней дистанции. У нас нету гаргульи, мы кейлами особо не спамим, потому что они также у нас не мощные, не усиленные. И все, что мы можем делать, это ледяное прикосновение закидывать противника, ну, типа, и все, по сути-то. На дистанции мы очень плохо себя показываем, да. Фрост-ДКшнику нужно находиться в упор к противнику. Но поскольку у нас имеется дополнительный контроль в виде ненасытной стужи, это делать гораздо проще, чем за Blood DK. В этом-то и суть. Поэтому играется Фрост-ДК, по сути, проще, чем Blood, если к этому привыкнуть. Это самое главное, если к нему привыкнуть. Нашим вурдалаком мы также не можем контролить, то есть мы его просто призываем, и он просто болванчиком бегает. Поэтому, да, здесь вурдалак тоже призывается в основном ради того, чтобы его съесть за счет, соответственно, смертельного союза. Мы его съедаем, хилимся. Больше вурдалак нам особо здесь не нужен. И основной минус также имеется, если вы играете через стандартный билд Frost DK, у вас дотки диспелятся. Соответственно, мы не можем постоянно противника держать под туннельным таким пассивным дэмэджем от наших доток, от наших болезней. Они диспелятся. Но я придумал 2 авторских билда для Frost DK через прокачку и игру через ненасытную стужу для одноручек и для двуручек. Об этом чуть попозже, вы к этому пока еще не готовы. Это просто взрыв башки. Не забываем, что у нас здесь удар крови. Наши руны крови, соответственно, перерабатывают в руны смерти, это мы тоже используем, про это не забываем. Ну и также здесь постоянно мы закидываем оковы противника, чтобы он сильно быстро не бегал. Иногда качают талант, который называется Вечная мерзлота, но он мне особо не нравится, все равно замедление слишком маленькое, и все равно вам постоянно приходится спамить оковами, поэтому этот талант мы вообще не качаем. Ну и да, мы замедляем противника через оковы и начинаем его долбить через уничтожение, а силу рун сливаем на, соответственно, ледяной удар. В этом наш основной дэмэдж. Наши пробафы — это смертельный холод и несокрушимая броня. Прожали 2 вот эти штучки и начинаете долбить противника максимально больно. Под это все вы накидываете стужу на вражеского лекаря. Когда вы тратите все свои руны, вы можете еще нажать усиление рунического оружия. Но это, опять же, как и все другие ДКшники работают, здесь ничего уникального нету. По поводу рун, которые мы закидываем на наши пушки, на наши мечи. Если мы играем через стандартного Frost DK с 2 одноручками, то одну руну мы чарим себе, это руна ледяного жара. И вторая руна — это руна павшего рыцаря. Также на ту пушку, которая вас быстрее бьет, вы накидываете руну ледяного жара. Та пушка, которая у вас медленнее, если у вас вдруг разные пушки, да, то тогда вы закидываете туда руну павшего рыцаря. Потому что нам нужно максимально быстро нафармить стаки руны ледяного жара. Она стакается, увеличивает урон, который мы наносим по нашему таргету от магии льда, и чем быстрее мы это накопим, тем быстрее будем наносить увеличенный дэмэдж. Поэтому да, на быструю пушку руну ледяного жара, на медленную руну павшего рыцаря. Если же мы играем через двуручный билд, вот здесь я, наверное, все-таки порекомендую вам накидывать не руну ледяного жара, не руну павшего рыцаря, а все-таки руну расколотых мечей, которая нам сокращает время действия обезоруживания на нас. Но опять же, это если у вас только одна двуручка в идеале. Если вы хотите играть на Frost DK через двуручку по моему билду, то вам тоже нужно запастись 2 пушками. Одну, которая у вас будет зачарена на руну павшего рыцаря, и вторая двуручка у вас будет зачарена на руну расколотых мечей. И вы, в зависимости от сетапа, подбираете себе нужную пушку. Переходим к билдам. Сейчас вам покажу 3 разные вариации. Первая — это стандартная, вторая, третья — это мои авторские задумки. Подробнее я все это поясняю и объясняю в своем гайде, опять же, можете посмотреть. Но если вкратце, первый билд для игры с одноручками, и мы выкачиваем ветку Блада, чтобы у нас был дополнительный захил в виде вот таланта захват рун. Мы его выкачиваем, прокачиваем, и у нас дополнительная кнопочка, которая позволяет нам лучше жить. Также имеется талант болезнетворность, который мы используем, чтобы наши дотки, ну, опять же, с меньшей вероятностью диспелили за 1 прокаст. И вот нету таланта нечестивая порча, неприятно. Наши дотки хоть и вот имеют какой-то шанс, там в 30%, что их не задиспелят, все равно они диспелятся, и диспелятся очень активно, это неприятно. Талант, опять же, Вечная мерзлота качать не люблю, потому что все равно мы постоянно нажимаем окову в цель, которую хотим замедлить. Этого таланта не хватает. Символы для всех билдов одинаковые. Для первого, для второго и для третьего мы все используем одинаковые. Символ на уничтожение, символ ледяного удара, символ ненасытной стужи, чтобы она была бесплатная, чтобы она не стоила силу рун на ее каст вообще. Малые символы — это символ кровоотвода и символ объятий смерти, они самые важные. Третий — опциональный. Можете вообще не использовать, можете использовать символ воскрешения мертвых, на арене все равно это не роляет, поэтому да. Главное — 3 больших символа и 2 малых — кровоотвода и объятий смерти. Второй билд. Он играется через прокачку ветки анхолика до нечестивой порчи, чтобы наши дотки были недиспелимые.
Мы отказываемся полностью от ветки Блада, да, у нас не будет захвата рун, но если честно, когда вы играете во Фросте, его все равно не хватает. Если вы играете без лекаря в команде, за Фроста лучше вообще не суваться на арену. Это чисто спек, чтобы вас отхилили фоном постоянно. Не получится у вас жить самостоятельно, поэтому да, мы все равно отказываемся от этого захвата рун, мы полностью не качаем ветку Блада, выкачиваем ветку Фроста под одноручки, под билд одноручки, то есть угроза Тасариона у нас берется, ледяная выдержка, это мы все берем, и при этом выкачиваем Анхолика, чтобы у нас еще дотки были не диспелимые. В целом играбельно, я потестил прикольно, но мне гораздо больше понравился мой билд для Фрост ДК, который рассчитан на игру с двуручным оружием. Я такого вообще нигде не видел. Это, конечно, что-то из разряда бреда, потому что у нас нет одноручек, мы не используем руну вот этого ледяного жара, но как будто бы, я говорю, потестил, поиграл, дамага хватает. Можете также посмотреть это все на видосе, все запечатлено, все заснято на камеру, все это есть. Поэтому переходим к третьему билду, тут немножечко видоизменена ветка Анхолика, но мы также в основном прокачиваем ее ради нечестивой порчи, чтобы наши дотки были не диспелимые, и при этом ветку Фроста мы прокачиваем без учета одноручек. Мы не берем талант, который скиллит одноручки, второй талант, который не скиллит одноручки, и просто перераспределяем таланты, чтобы, максимально эффективно себя показывать с двуручным оружием. Вот так вот выглядит билд для двуручного оружия на Фрост ДК. Символы, опять же повторюсь, для всех билдов одинаковые. Вот они. Вы думаете, что я сошел с ума, что на Фрост ДК с двуручкой играть невозможно, но отнюдь. Я говорю, на видосе все это есть, и мне очень сильно нравится Фрост ДКшник. Это мой любимый спек, потому что он такой стильный. Геймплей за Фрост ДКшника стильный. Подошел, всех заморозил, в это время пробил какой-то таргет, если не получилось, дополнительный контроль выдал лекаря, тебе помогает твой тиммейт, и все, и бои завершаются. 2 ненасытные стужи подряд, никто не переживает, я вам говорю. Даже если на первую ненасытную стужу, да, на контроль в 10 секунд кто-то тратит тринкет, то на вторую ненасытную стужу тринкета уже не будет, потому что кулдаун всего лишь 1 минута у данного спала, и это очень мощно, как по мне. Стоит попробовать, если вы не пробовали, вам может понравиться, может зайти, но опять же, это далеко не для всех. Вот такой вот видос, народ. Если вас интересуют статы, лучшие расы, более подробное описание каждого отдельного спека, все это у меня есть в гайдах отдельных, ссылки в описании присутствуют. Но в данном видосе это было бы слишком много, слишком душно, и хронометраж был бы просто огромный. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, всем пока.